Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны? Эти стихи Евгения Евтушенко появились в 1961 году, в тот момент продолжающейся исторической драмы, когда холодная война между Западом и Советской Россией грозила перерасти во всеобщий военный апокалипсис. Поэт в условиях официальной атеистической идеологии советского периода отразил то, что, говоря языком современной физики, можно назвать общим вектором состояния волновой функции русской души, независимо от того, в каких гравитационных полях пребывают отдельные души отдельных русских людей. Поэтическое чувство уже давно открыло систему гравитационных сил в духовной сфере бытия, противоположными полюсами которой являются гравитация неба и гравитация ада. Ну, например, у Мандельштама: «О небо, небо, ты мне будешь сниться, не может быть, что ты совсем ослепла». А у Блока: «Если сердце хочет гибели, тайно просится на дно». Русская душа по природе своей христианка. Поэтому, несмотря на частые колебания под воздействием гравитации ада, пребывает все же в гравитации неба, порождая особую диаграфию всемирной исторической отзывчивости, о которой говорил Достоевский в своей речи о Пушкине. Известный советский философ Арсений Гулыга в своей последней книге «Русская идея и ее творцы», вышедшей в 1995 году, писал: «Русская идея – это предчувствие всеобщей беды и мысль о всеобщем спасении». Русская идея по своей сути общечеловечна и антидот против демонического расчеловечивания мира в гравитационном поле ада. Об этом и поэзия Евгения Евтушенко с ее всемирной исторической отзывчивостью, проникнутой энергией русских душ. Эти души у него как гравитоны всей исторической справедливости, как в поэтическом монологе Тиля Уллиншпигеля, с которым сроднена душа поэта: «Я человек, вот мой дворянский титул. Я, может быть, легенда, может, быль, меня когда-то называли Тилем, и до сих пор я тот же самый Тиль». Тиль Уллиншпигель – образ, родившийся в эпоху борьбы свободолюбивых Нидерланд против испанского владычества в XVI веке. Тиль – это архетип народно-стихийной справедливости с иммунитетом против всех ложных форм бытия. Архетип истины не ума, а сердца. Я не хотел кому-то петь в угоду и получать подачки от казны. Я был нормальный, я любил свободу и ненавидел плахи и костры. И я шептал своей любимой Нелли под крики жаворонка на заре: «Как может Бог спокойным быть на небе, пока убийцы ходят по земле?» И я искал убийц, я стал за Бога. Я с детства был смиренней голубиц, но у меня теперь была одна забота – казнить своими песнями убийц. В этом месте своего монолога против убийц, что ходят по земле, поэт приближается к опасной границе, отраженной в легенде о великом инквизиторе в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Истинная вера может быть только верой свободы
во Христе, которую легко подменить сытым рабством лжеверия, доверившись Богу века сего в ложном непротивлению злу. Тиль Евтушенко против. Он сопротивляется, однако не как сверхчеловеческий человек, а Бог, а как человек, все еще хранящий в душе образ и подобие. Он сопротивляется против тех, кто, нередко прячась за Бога, на деле пытается убить его, подобно великому инквизитору. Со мной пришлось немало повозиться, но не попал я на сковороду, а вельзевулы бывших инквизиций на личном сале жарятся в аду. Смеясь над смертью старой проституткой, я на траве плясал, как дождь грибной, с волынкою, кизилловую дудкой, с гармошкою трехрядной губной. Качаясь тяжко, черные от гари, по мне звонили все колокола, не зная, что убитый в бабьем яре я выбрался сквозь мертвые тела. Мне кое с кем хотелось рассчитаться, не мог лежать я в пепле и золе, грешно в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает ряда лиц. И песни поднимаю я убитых, и песни их веду искать убийц. От имени Земли и всех галактик, от имени всех вдов и матерей я обвиняю. Кто я? Я голландец, я русский, я француз, поляк, еврей, я человек. Вот мой дворянский титул. Этот всемирный исторический Тиль поэта – символ вечного воскресения принципа весны в душе, не попавший в гравитацию ада. Вот почему Евтушенко прав, когда от имени всечеловеческой русской души обращается к тому миру, где, по слову Ницше, Бог умер и уже не воскреснет никогда. Обращается с вопросом предостережением: хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.